Привет, друзья! Меня зовут Антон. Сегодня решил записать для вас короткое видео, как и обещал, возвращаться. Я стараюсь возвращаться. Поговорим о проблемах, которые случаются после того, как вы долго не тренируетесь. Что делать, как с этим справляюсь я. В общем, постараюсь немного позитива. Значит, что? Долгое время, наверное, больше чем полгода я не тренировался вообще. Первое время было сложно, то есть хотелось тренироваться, но не было возможности. В Украине началась война, постоянные тревоги, постоянные то бомбардировки, то какие-то взрывы, в общем, в разных регионах, и там разные события происходили у меня в жизни, не буду про них. Нет режима, соответственно, тренировок нет, ничего нет, психологическое состояние никакое, делать ничего не хочется, да, то есть как бы день за днем проходит. И вот так я жил. Когда ты не тренируешься, кажется, да ничего, вроде нормально. Не так уж все и плохо, в принципе, наверное, тело как-то там помнит годы тренировок, но нифига. Как оказалось, нифига. Самый большой страх для меня это быть худощавым, таким как я, и в то же время быть жирным, да. То есть я увидел, начал в зеркале смотреть, как бы здесь на животе начинается появляться больше жира, больше там какая-то маленькая прослоечка была, стала больше, и так далее, и так далее. Я понимаю, что, блин, не очень, что-то дела идут все хуже и хуже. Сделал пробежку, бегу, вижу скорость разминочная, легкая, и понимаю в то же время, что мне настолько тяжело, что я уже не могу добавить, да, не могу добавить ту скорость, чтобы вот все время ее поддерживать. То есть я бегу еле-еле, и в это же время я понимаю, что я больше уже не могу быстрее бежать. Короче, ужас. Я понял, дело плохо, да, сейчас я плавно начинаю тренироваться. И я понимаю тех людей, которые мне писали, блин, как сложно, когда никогда не тренировался, начинать, или когда был перерыв, я это как бы понимал, потому что когда-то были перерывы небольшие. Но теперь у меня, наверное, один из самых длинных перерывов в жизни, когда я не тренировался и начинаю это делать, это блин, капец, ребята, это непередаваемо, как это сложно, когда ты привык делать что-то, начинаешь делать на таком легком режиме, легком, и понимаешь, что ты даже его не тянешь, это капец. Поэтому что хотел бы сказать, сейчас я начинаю тренироваться, что я делаю? Я делаю пробежечку легенькую, 3, 4, 5 километров в таком легком режиме, делаю разминку, пару раундов без тени, стараюсь сильно не напрягаться, но все равно бывает, хочется там где-то ударить, в общем, по чуть-чуть. И прибегаю, делаю отжимания, делаю пресс, короче, по чуть-чуть так хожу. Стараюсь делать так нагрузку, чтобы не сорваться, чтобы не было такого, все там на неделю отбросит, что когда все болит и так далее. То есть очень плавно все это дело я внедряю. Вот, сейчас тоже сделал пробежку, сделал уже разминку, небольшую пустению. Короче, класс, погода хорошая, бабье лето или не знаю, в общем, как. Вот, поэтому что хотел бы сказать, да, вам, друзья, у нас в Украине сейчас война, психологическое состояние никакое. И я думал, что вот, да, нет режима и состояние такое, и как бы тренироваться не вовремя. И сейчас я понимаю, что как раз тренировки, наоборот, заставить себя потренироваться, это как раз выход с того замкнутого круга, который есть. Потому что замкнутый круг, он постоянно. Да, не хочется, так потренировался, немного легче. Ты понимаешь цель, ты видишь, что к чему, есть время подумать, есть время побыть самим собой. Короче, много нюансов очень полезных, поэтому надо тренироваться. И что еще хотел бы сказать, да, такое маленькое наставление. Если у нас в Украине, когда идет война, когда бомбы, взрывы и так далее, люди успевают радоваться, успевают получать удовольствие, рожать детей и так далее, то если у вас нет такой ситуации, и вы грустное лицо, у вас утром вы встаете с грустным лицом, ребята, жизнь одна. Нет шанса вернуть как-то обратно, все отыграть. Жизнь идет только в одном направлении. Поэтому надо жить правильно, надо жить, как говорит вам сердце, получать удовольствие и не забывать радоваться. Не забывать, почему вы должны радоваться. Это даст вам силы, это даст вам рвение, это даст вам мотивацию и цель, куда надо идти. Буду стараться делать системно видео, хотя бы раз в неделю, выходить на прямые эфиры. В общем, надеюсь на вашу поддержку. Все будет хорошо, только вперед, никогда не сдаемся, никогда не останавливаемся. И работаем. Пока.